Добрый день, друзья! Сегодня хочу вам рассказать про свои черные орхидеи. У меня их не так много, как желтых, но мне последнее время нравятся и черные орхидеи, и они появились в продаже. Но первая орхидея, которая у меня появилась темного цвета, такого черного, может быть, на камере, конечно, они не такие черные, но когда на них смотришь без большого освещения, они, конечно, очень темные, такого глубокого, ну, почти черного цвета. И вот это первая орхидея, которая у меня появилась. Причем связана с ней была такая маленькая интересная история. Мне очень хотелось приобрести каменную розу. И в нашем цветочном центре «Камелия» получили каменные розы. И я, ну, конечно, бегом, как мы все это делаем, поехала ее купить. Приезжаю, стоят каменные розы, и всего одна такими закрытыми бутончиками, даже ни одного цветка полностью раскрытого нет, чуть приоткрытый. И я решила, что я возьму ту, которая совершенно с закрытыми бутонами. Принесла ее домой, даже сделала одну фотографию этого цветка, но он действительно полузакрытый. Такой же кантик есть, беленький, как у каменной розы. Цветочек не крупный. И к моему неудовольствию ни один цветок больше не открылся. Но по прошествии недолгого времени эта орхидея пробудила почку и открылось несколько цветов. И, о мое удивление, это оказалась бабочка. Я была так счастлива, но с этой бабочкой оказалось очень много проблем. Она после второго цветения почти вся рассыпалась. У нее пропала точка роста, и орхидея начала погибать. К счастью, очень быстро выпустила детку. И теперь цветет, и уже не первый раз, эта детка. И я все время говорю, я вам покажу пересадку этой орхидеи, потому что пенек старой орхидеи, он все еще находится в горшке. И как только она закончит свое цветение, пересадку этой орхидеи, я вам буду обязательно показывать. А вот эти корни, которые висят сверху горшка, это корни так называемой детки. Но детка росла быстро, листья у нее огромные, но, к сожалению, держит всего 3 листа. Еще одна не так давно купленная орхидея. Темная, чем-то похожа на Дебору элегант, но у Деборы цветы крупнее, а может быть это и она. И что можно сказать про эту орхидею? В горшке не очень много живых корней, но, по крайней мере, было при покупке. Вот видите, есть гнилые корни. Лист был с черным пятном. Пятно никуда не исчезло. Но при этом орхидея вырастила один новый лист, растит второй, пробудила почку и зацвела. Ну и корешки, конечно, появились. Их не так много, но даже в горшке есть новые корни. И если растущий корень с красным кончиком,
это совсем не означает, что у орхидеи фузариоз. Потому что у нее очень темные цветы, и это просто пигментация. Есть орхидеи темные, у которых нет пигментации на кончиках корней, а есть другие вот с такой темной пигментацией, и это совершенно не страшно. И 3 орхидеи, которые сейчас не цветут, но они тоже черные. Эта орхидея, но если вы помните, я купила орхидею, и у нее лепестки имели фактуру кожи. И я ее приобрела вместе с 2 арксреями. И 2 арксрея погибли, а эта орхидея осталась. Кстати, поливала я ее только чистой водой. Пока живет, пока растет. Было мнение, что она тоже близка к сорту арксрей и погибает через какой-то промежуток времени, более длительный, чем арксрей. Но пока растет и листья, и корни, и тоже есть темная пигментация у кончика корня. Но здесь другая причина. Она стоит под очень яркой лампой. И если мы посмотрим вниз этого корня, внизу кончик корня значительно светлее. Играет роль не только насыщенный темный цвет лепестков, но и освещение орхидеи. Конечно, всех всегда интересует черный лебедь. Но я вам его недавно показывала, покажу еще раз. Он прекрасно растит корни. У него были длинные листья, но сейчас, посмотрите, первый лист вырос короче, чем предыдущий. Следующий лист, на удивление, вырос еще меньше. Но тут уж я не знаю, обычно растут больше, может и еще подрастет. Но он выпускает следующий листик. Может быть, этот лист вырос чуть короче из-за того, что были проблемы с шеей. И вы видите, я обрабатывала шею небольшим количеством препарата Максим. А вот еще одна орхидейка. Правда, я ее назвала Лебедь Биглип. Приобретена совсем недавно, месяца 2 назад. Может быть, чуть больше. По-моему, я вам ее показывала. И вот тоже не распустила бутончики. Очень быстро сбросила цветы. Такие же острые лепестки. Но губа была как у биглипа. Ну, зато очень активно растет. И лист, и корни. Даже от старых корней вот такие появились маленькие носики новых корней. В горшке, в грунте есть небольшое количество грибов, но они не мешают жизни орхидеи и росту корней. Это очень важно. Вот такие черные орхидеи. Но я не показываю вам каменную розу, потому что действительно она у меня есть. Я недавно ее показывала в обзоре на стеллаже.
где я удобряю орхидеями насилом. И, кстати, вторую каменную розу я недавно отдала в добрые руки. Ссылки на эти видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Мною замечено, что вот такие темные орхидеи цветут не так долго, как наши обыкновенные стандарты. Вот обыкновенный стандарт цветет 6 и более месяцев, а черные орхидеи очень быстро сбрасывают цветы. Даже могут не распустить последний бутон, а первый распущенный цветок увядает. И есть такое мнение, что им нужно более прохладное содержание. Вот сейчас у меня этого не получится, потому что у нас еще жарко, нам обещают еще неделю очень жаркую до 38 градусов. Работают сплит-системы, но это не спасает. А вот осенью, то есть в конце сентября, я хочу все черные орхидеи собрать в одном месте и поставить их на балкон. Вот там будет прекрасная разница температуры. И когда они зацветут, посмотреть, действительно ли это правда. То, что они цветут долго только при более низкой температуре. Мне этот эксперимент очень хочется провести. Так что за черными орхидеями мы с вами еще обязательно понаблюдаем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. И за черными котами понаблюдаем обязательно.